Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как плетется узор. Я не знаю, как его называть, но на самом деле, когда мы его сплетем вот из первых наших нитей, то вы увидите, что это очень похоже на глаз совы с одной стороны. И если сделать такое же зеркальное плетение, то получится как бы второй глаз. Но пока что не об этом. Нам потребуется 3 отрезка. Я отрезала по 2 метра, ну и всегда, когда я плету узор, у меня отрезки по 2 метра. Сейчас нам репсовым узлом нужно проделать диагональ от одной стороны в другую, потом немножко загнуть хвостик, и далее начнется все самое интересное. Я в узорах всегда, когда плету их, плету из разных нитей, как вы видите, да, это у меня хлопковый шнур сейчас 4 миллиметра, далее висит шпагат, тоже 4 миллиметра, и там крученая веревка, но она, по-моему, толстая, 5 или 5,5 даже. Вот сейчас мы берем с вами третью нить, которая у нас торчит, а по сути она является четвертой. И делаем такой вот узелочек, если его можно так назвать. Сначала на одну, потом на две, сейчас на 3 нити, потом опять на 3, потом на 2, на одну. И в конце еще будет небольшое такое как-то переплетение, которое нужно понять. Вот. А еще вот здесь вот на этом этапе, когда мы по 3, по 2 заводим, да, нити, тут можно сделать 1 раз, сделать 2 раза. То есть тут вообще не важно, сколько раз вы эту нить на себя накрутите, ну, вокруг других, только больше она получится. Вот сейчас мы берем нить, которая выходит из репсового плетения, и боковую самую тоже таким же образом заводим. Ну, как бы как репсовым даже получается плетением на 2 нити, которая торчит с тех, которые мы накрутили. Надеюсь, что понимаю. Пытаюсь немного это не просто говорить, что мои комментарии будут излишни, лучше наблюдайте, а немного еще подсказать. Вот. И со второй стороны нам тоже нить боковую, которую мы ввели, нам нужно ее таким же образом вокруг 2 нитей. И у нас в центре как бы будет получаться такое, что нити висят, как бы, потом мы потянем за боковые, потому что мы на них наплетали, и затянется, и все у нас будет прекрасно выглядеть. Сейчас вот смотрите, подтягивается, и нити, на которые мы сейчас наплетали, мы за них тянем, и вот у нас образовался наш узор. Посмотрите внимательно, правда, похоже. Вот вверх как бы бровь и такая запятая, и это как глаз совы, глаз филина какого-то. Также можно продолжить еще вниз это плетение. Ну вот, из хлопкового шнура видно, как это все происходит. Мне, кстати, из него понравилось очень. Из хлопкового шпагата я буду повторять все то же самое. Из него получилось немного мягче, так делается. Ну, это всегда, мне кажется, из шпагата так. А из крученой веревки как-то не очень мне угляделся этот узор. Мне показалось, что не очень подходит. Но также в конце я еще вам покажу, как можно чередовать этот узор, либо делать по одной линии, и еще из плетеного шнура, я потом попробовала, и вот плетеный шнур — это самое то, это все в конце, так что либо пролистывайте, перематывайте, либо смотрите. А вот еще что хочется сказать, что у нас якобы четвертая нить наших всех этих из наших нитей, она у нас используется больше, потому что мы ей оплетаем, поэтому нужно ее делать длиннее. Это четвертая нить, то есть второе крепление мы одну нить делаем как бы длиннее, то есть крепим асимметрично, получается, отрезки. Не так, что складываем напополам, а немного уводим в сторону четвертой нити, дальней, вот. И я надеюсь, что вы меня понимаете.
Ну вот у нас получился узор из 3 различных нитей. Посмотрите, да, ну, видов шнура. Вот, посмотрите, какой вам больше нравится. Посмотрите на эти глаза в одну сторону. Я прям не могу, нужно создать точно будет такое панно. И сейчас, как я говорила, я вам покажу, как можно плести этот узор дальше, ниже. И, например, в другую сторону тоже симметрично. Это будет, например, шпагатом. И вот здесь у меня, кстати, будет видно, что нить заканчивается, потому что я не асимметрично надела отрезок, а наоборот симметрично, то есть у меня середины. Вот. Ну вот узор сплетенного шнура выглядит вообще прям потрясающе. Надеюсь, что вы узнали что-то новое. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И до встречи. Всем пока-пока.